to talk a little bit about what we do to hopefully give you some context for what Russia is trying to develop. Итак, я хотел бы вам рассказать, куда идет все-таки Россия, куда она будет развиваться. So we collect data and information from more than 1,200 corporations. Итак, мы собрали некоторую базу информации по 12 корпорациям. They tell us what deals they're invested in, as well as what entrepreneurs they're trying to accelerate internally. Итак, будет рассказано о некотором сбору инвестиций, как это происходит, и также куда стартапы будут развиваться. And which VC firms they are committing to as funds. А также куда вкладывают компании, которые занимаются венчурным капиталом. So we have global corporate venture. Итак, здесь есть представленная компания Global Corporate Venture, Global government venture, Global Government Venture, which looks also at the regulations and the government as investor. который также рассматривает программы с государственной поддержкой, And global university venture, а также Global University Venture, which tries to understand how academia can support student and faculty startups. Здесь мы рассматриваем, как академический мир может поддержать студентов и стартаперов в этом направлении. And collectively, the information becomes about insights as a service. Также в этом плане мы предлагаем в этой программы некоторые инсайты, услугу. At our events, we have corporations Итак, у нас есть некоторые корпорации with more than $4 trillion с оборотом более 4 триллионов долларов. of aggregate annual revenues Это полная выручка, and more than 20 billion of venture capital assets, а также активов на более чем 25 миллиардов долларов. attend and discuss how they can approach corporate venture. Также команда, которая решает, куда все потратить, весь корпоративный капитал. One of the things that I've been working with RVC about is how to encourage Russian corporations Одно из направлений, которое мы обсуждаем с компанией RVC, это куда вкладывать корпоративный капитал. to further join this global community. А также как присоединиться к этому глобальному сообществу. And we run a leadership society for these corporations. И именно для этих корпораций мы ведем некоторые руководства. And we would be most welcome for all the corporations to join. И поэтому мы призываем все корпорации, многие компании присоединиться к нашему проекту. So I will talk a little about the global agenda. Так, я немного расскажу о нашей повестке дня в международном уровне. And hopefully learn from you all here much more about the local situation. А также потом вкратце рассмотрим ситуацию в России. Okay. So for those who heard the panel discussion on the main stage, Итак, для тех, кто слышал дискуссию во время пленарного заседания на основной сцене, Russia's focus on the National Technology Initiative Россия в большинстве своем фокусируется на национальной технологической инициативе сейчас. is one mirrored by almost all other countries in the world. И сейчас рассматриваются такие проекты по всему миру. They are all looking for the smart ideas and smart entrepreneurs. Итак, такие компании, такие проекты ищут наиболее умные компании, так скажем, наиболее продвинутых людей. And trying to help them develop. И помогают им развивать их идеи. But ideas are relatively unimportant И в этой ситуации идеи не так важны. because without the capital and the support, Потому что без капитала и поддержки you cannot turn an idea into reality. вы не можете внедрить идею в жизнь. The reason why countries are interested in innovation Вот причина, почему страны заинтересованы в инновациях. is fundamentally
due to this chart, which is Это фундаментально вот показано на этом графике. the performance of $1,000 worth of computation capacity. Это порядка $1000 инвестиций. Sometimes known as Moore's law. Ну, иногда его называют такой вот займ. So as you can see, as time goes on, computers become more powerful. Итак, как вы видите, вот это вложенное $1000 когда-то со временем превращается в огромный капитал, как вы видите на схеме. And Google's Ray Kurzweil И вот здесь компания Courspace, вы можете смотреть на данные. estimates that in 2023, По оценкам 2023 году $1,000 worth of computer processing power $1000 вложенное в компьютерные разработки will be the equivalent of one human brain. We are more complex than that. мы, конечно, более сложно устроены, чем как вы представлены. So the computers might not take over in 2023. И, скорее всего, такого не случится в 2023 году. Now the question for corporations Так, вопросы для сотрудничества. is how do they cope with that change, that innovation? Как справиться со всеми этими инновациями? This shows that actually most don't. И мы понимаем, что большинство из компаний не могут справиться с этими проблемами. The rate of the average company lifespan on a listed index is shrunk over the past 50 years. За последние года мы видим, что компании теряют по данным статистики в этом направлении. And one factor behind that is corporate underinvestment. Одна из причин такого в том числе недофинансирование. Effectively, this chart shows that over time, over the past 6 years, they are spending much more of their net income on share buybacks and dividends. Итак, как вы видите, за последние 6 лет большая часть чистой прибыли тратилась на выкуп собственных акций, облигаций. Than they actually earn. In effect, they are borrowing money to pay out to shareholders. То есть они, по сути, занимают деньги для выплаты процентов и дивидендов их владельцам. Rather than investing in the understanding the innovation of the future. Не вкладывают, не инвестируют в понимание будущего и инноваций. Even though everyone knows that growth И, конечно, все знают, что рост drives longer-term shareholder returns. занимает большое количество времени для того, чтобы была какая-то отдача акционерам. So as ideas are less important than the capital to support them, Итак, сейчас идеи не так важно поддерживать. often it has to be the larger companies or those which are richer Это должны быть достаточно крупные компании, that are able to invest in the innovation. которые будут в состоянии инвестировать именно в инновации. So the top 100 companies Вот здесь представлен график первой колонки топ-100 компаний, are more likely to do corporate venturing and corporate investing которые заинтересованы than the bottom 100. чем все остальные инвесторы. Now, interestingly, there are more corporations than just the very largest. И очень важно заметить, что были многие проекты основаны на совместных инвестициях. So why is that? Почему так происходит? The main driver of that is they actually realize Они на самом деле поняли, if they are going to grow, they have to also invest. если они хотят расти, им надо инвестировать. These companies tend to be younger and venture back themselves. Становятся более молодыми и способными поддерживать сами себя. Just as one patent doesn't make one company, И, например, один патент – это уже одна компания. so relying on the products you have today won't give you your future. Итак, основываясь на тех продуктах, которые у вас есть сейчас, вы строите свое будущее. So the question which I am interested in
here Итак, здесь я заинтересован в следующем вопросе. is if we analyze the top 200 most active corporate investors, Если мы проанализируем топ-200 инвесторов, we don't see Russian companies there. мы не видим российских компаний. So the question is why? Вопрос следующий. Почему? This is a case study on Intel, which has been doing corporate investing for 25 years. Это кейс компании Intel, которая проводит совместные инвестиции последние 25 лет. Just as they commit billions of dollars to R&D, Они вкладывают в развитие НИО миллиарды долларов. so over that time they have committed more than $10 billion to venture. И они на сегодняшний день вложили более 10 миллиардов долларов в венчурного капитала. And so do more than 1,000 of their peers. И, конечно, тысячи на следующий год. And we have found that corporate venturing has become increasingly important И мы поняли, что совместные инвестиции – это очень важный тренд. in providing capital to the fast-growing companies. Обеспечение компаний и их быстрого роста. So, to my mind, there are three issues behind why we are not seeing Russian companies. Мне кажется, здесь можно упомянуть 3 пункта, почему мы не видим российские компании в этом списке. Doing more venturing. И надо больше инвестировать. One is many Russian companies do not have the free cash flow. Первая проблема – у российских компаний недостаточный кэшфлоу. Second, many of the people who run a lot of these companies, particularly state-owned companies, И многие из этих потенциальных компаний – это государственные компании. have not culturally entered a spirit of open innovation. И, так скажем, духовно они еще не готовы вкладывать в инновации. And in the jargon, have a not invented here syndrome. И, надо сказать, не так уж много было инноваций сделано за последний год. And I think the future Я думаю, что будущее is about providing the right sort of capital состоит в обеспечении правильных источников капитала and the right sort of people и правильных людях in the Russian corporations именно в российских совместных проектах, to allow them to achieve both their full potential чтобы помочь им реализовать свой потенциал, as well as the countries. так же, как и потенциал стран. Thank you. Спасибо. Большое